Давайте не будем кривить душой. Мы все мечтали о том, чтобы вернуться в прошлое и стать ранними инвесторами в биткоин или эфириум. Но что если у тебя есть такая возможность прямо сейчас? У всех инвестиционных активов, кроме золота, есть начало и есть конец. Инвестиционный актив появляется, захватывает сердца людей, приносит фантастическую прибыль своим первым владельцам, но после забирает все у своих последних владельцев и навсегда исчезает со страниц газет. Этот цикл повторяется со времен тюльпанной лихорадки 17 века. Поэтому главная задача успешного инвестора – всегда быть одним из первых. Никто не знает будущего, и я тоже. Возможно, биткоин и эфир присоединятся к золоту и пополнят список вечных активов. Однако у меня есть причины в этом сомневаться. У тебя, скорее всего, тоже. Но в этом ролике мы не будем обсуждать, достигнет ли биткоин отметки в $1 000 000 или все-таки обнулится. Для нас это не имеет значения. Мы разберем два проекта, две разные философии, две ставки на будущее. Об этих проектах на русскоязычном ютубе не говорит практически никто, поэтому тебе повезло узнать о них одним из первых. С одной стороны, биткоин 2.0 – настоящий наследник идей Сатоши Накамото. С другой – китайский эфир, поддерживаемый мощной государственной машиной второй экономики мира. Какой из этих путей окажется более прибыльным? Давайте разбираться. И начну я с китайского эфириум. Китайский эфириум – это Conflux. Блокчейн первого уровня с одним уникальным и мощным козырем. Это единственный блокчейн, который соответствует всем регуляторным требованиям Китая и имеет прямую поддержку его государственных структур. Conflux напрямую сотрудничает с правительством Шанхая и участвует в национальной блокчейн-инициативе «Один пояс, один путь». Также прямо сейчас Conflux активно работает над запуском стейблкоина, привязанного к офшорному юаню, который будет использоваться в трансграничных расчетах со странами-партнерами Китая. В определенной степени Conflux можно назвать конкурентом эфира. Однако, в отличие от BNB или Solana, Conflux находится на самом начальном этапе своего развития. И это означает две вещи. Повышенный риск, но также и потенциал стать ранним инвестором будущего гиганта. Все-таки если западный мир уже сделал ставку на эфир в большей степени, и Solana в меньшей степени, то Китай все еще вне игры, потому что криптовалюта там запрещена. И в случае снятия запрета, а Китай будет вынужден это сделать, чтобы не проиграть технологическую гонку США, главным бенефициаром этого решения станет именно Conflux. Ни один другой крупный проект не имеет такого прямого доступа к огромному рынку Китая. С технической точки зрения, Conflux сильно отличается от привычного нам эфириум. Conflux использует не классическую линейную цепочку блоков, как эфир, а более сложную структуру под названием триграф. Как это работает? Вместо того, чтобы выстраивать блоки в одну очередь, как в эфире, система позволяет создавать и обрабатывать их параллельно. Это позволяет сети Conflux достигать пропускной способности до 16 тысяч транзакций в секунду. Что, как вы помните, если смотрели мой ролик про эфир, в 940 раз быстрее основной сети эфира. И даже если сложить все L2 решения вместе, Conflux все равно будет быстрее почти в 100 раз. Однако есть нюанс. Этих цифр Conflux еще не достиг. Просто потому, что его экосистема развита достаточно слабо. Нет нагрузки на сеть. Conflux необычен еще и тем, что одновременно использует алгоритмы Proof of Work и Proof of Stake. Блоки добываются майнерами, а валидаторы участвуют в управлении и ускоряют транзакции в сети. Такое гибридное устройство повышает безопасность блокчейна Conflux. Однако, если вы криптомаксималист, а не просто инвестор, то не все так идеально. К этому моменту ролика вы, скорее всего, уже задались вопросом децентрализации, потому что с двумя другими пунктами трилеммы блокчейна уже все ясно. С масштабируемостью и безопасностью у Conflux все достаточно неплохо. И формально децентрализация тоже есть. Но давайте посмотрим объективно. Команда разработчиков Conflux находится в Китае. Крупнейшие валидаторы в Китае. Сама судьба блокчейна зависит от китайского правительства. С такими исходными данными говорить о реальной децентрализации было бы наивно. Есть у меня плохая новость и для инвесторов не криптомаксималистов. У Conflux огромный премайн – 5 миллиардов токенов. Это более 95% от общего объема монет. Из них 40% принадлежит экосистемному фонду, 36% команде проекта, 16% частным фондам и инвесторам и 8% ранним пользователям. Все это создает постоянный риск давления продавцов. Как только цена начнет показывать хороший рост, ранние инвесторы могут начать фиксировать свою прибыль, что будет сильно давить на цену. При этом почти все токены Conflux на сегодняшний день уже разблокированы. К слову, у эфира тоже был внушительный премайн – 60% от всех существующих сегодня эфиров. Но это не помешало ему уже второй раз подорожать до почти $5000. Однако в этом плане и Conflux, и эфир серьезно уступают другому перспективному блокчейну первого уровня, в котором вообще нет никакого премайна. И об этом проекте мы будем говорить дальше. Разработчики Conflux
И крупные ранние инвесторы вряд ли заинтересованы в том, чтобы при малейшем росте актива уничтожить такой перспективный проект своими продажами по стакану, как это, например, практически сделала команда Starknet. А даже если бы они и были в этом заинтересованы, то правительство Китая не оставит это незамеченным. Это уж точно. Однако такой премайн– это объективный фактор риска, который нужно учитывать. Другой риск– это слабая экосистема, но я об этом уже говорил. Однако это же одновременно и большой плюс, если правительство Китая снимет запрет на криптовалюту. При таком сценарии экосистема Conflux будет развиваться очень стремительно. Таким образом, что мы имеем в сухом остатке? Conflux– технологически сильный проект и единственный блокчейн, который имеет реальные шансы полностью занять рынок второй экономики мира– Китая. Но одновременно с этим это фактически стартап с огромным премайном и полной зависимостью от политической воли китайского правительства. Поэтому инвестирование в Conflux– это не столько инвестиция в технологию, сколько ставка на то, что Китай будет активно развивать блокчейн-технологии и снимет запрет на криптовалюту. Лично я считаю, что после прихода Дональда Трампа к власти в США у Китая нет выбора, и он будет вынужден развиваться в этом направлении. Если эта ставка сыграет, то потенциал роста Conflux огромен. На момент записи ролика капитализация Conflux составляет 1 миллиард долларов. Это немало, но явно есть потенциал для дальнейшего роста. Вторая криптовалюта, о которой мы будем сегодня говорить, стала философским ответом на то, куда свернула криптоиндустрия после исчезновения Сатоши Накамото. Этот блокчейн нового поколения был создан ученым из Гарварда Йонатаном Самполинским в 2021 году. Однако еще в 2013 году Самполинский был соавтором протокола Ghost, который рассматривался для ранних версий дорожной карты Ethereum. В основе токеномики этого криптопроекта лежит философия честного запуска и равных стартовых условий для всех. Иными словами, в отличие от абсолютного большинства криптовалют, включая эфир, XRP, BNB и Solana, у этого проекта не было никакого премайна, ICO и какого-либо другого раннего распределения токенов команде или венчурным фондам. Все 100% монет были получены исключительно через публичный майнинг, поскольку эта криптовалюта построена на алгоритме Proof of Work. И название этой криптовалюты – Каспа. Создатели Каспа хотели сделать биткоин на стероидах, более быструю, функциональную и децентрализованную версию биткоина. Именно это и обусловило технологические отличия Каспа от классических блокчейнов. Если классический блокчейн, например эфир, можно представить в виде однополосной дороги, где транзакции в виде машин едут друг за другом и нередко возникают пробки, то Каспа – это многополосное шоссе. В основе Каспа лежит протокол Ghost DAG, где DAG – это Directed Acyclic Graph или направленный ациклический граф, который позволяет майнерам создавать и подтверждать множество блоков одновременно и параллельно. Протокол Ghost DAG не отбрасывает параллельные блоки, как это происходит в классическом блокчейне, а встраивает их в общую структуру, позволяя им сосуществовать в едином консенсусе. Если перевести это на максимально простой язык, Каспа обрабатывает транзакции не в очереди, а пачками, что делает сеть Каспа быстрой и эффективной. Все озвученное ранее позволяет блокчейну Каспа решить трилемму блокчейна – скорость, безопасность и децентрализация, без компромиссов, свойственных Proof of Stake сетям. Из-за архитектуры блок DAG скорость в сети Каспа принято измерять не в транзакциях в секунду, TPS, как в других блокчейнах, а в блоках в секунду, BPS. И в мае 2025 года в сети Каспа состоялся хардфорк Crescendo, который ускорил сеть с одного блока до 10 блоков в секунду. В дальнейшем сеть Каспа планирует ускорить до 100 блоков в секунду. И судя по тому, как четко команда следует своей дорожной карте, в это верится гораздо больше, чем в обещании некоторых других проектов из прошлых моих роликов. Поскольку Каспа сейчас очень далека от пиковой нагрузки, переводить скорость сети в транзакции в секунду практически не имеет смысла. Но фактически, сеть Каспа уже сейчас может пропускать несколько тысяч транзакций в секунду, так как один блок может вмещать несколько сотен транзакций. Транзакции в сети Каспа подтверждаются почти мгновенно. Возможно, кому-то покажется, что эта часть ролика скучна и перенасыщена техническими подробностями. Но все это имеет значение, поскольку мы говорим про один из немногих блокчейнов, который реально развивает оригинальную философскую концепцию Сатоши Накамото. Без понимания технических особенностей блокчейна Каспа, рядовой инвестор не сможет понять его ценность. И подход к майнингу Каспа учитывает просчет Сатоши Накамото, который, вероятно, не предусмотрел появление майнинг-ферм с асиками. В отличие от алгоритма майнинга биткоина CHA-256, алгоритм майнинга Каспа Key-Heavy Hash на раннем этапе до 2024 года был устойчив к ASIC-майнингу, что уравнивало шансы майнеров с обычными видеокартами и способствовало реальной децентрализации сети Каспа. Помимо этого, энергопотребление при майнинге Каспа значительно ниже, чем при майнинге биткоина, что важно в контексте современной повестки. Максимальное предложение Каспа составляет 28,7 миллиардов токенов,
Сейчас в обороте уже 26,4 миллиарда токенов, то есть 92% монет. Награда за добытый блок в сети Каспа плавно уменьшается каждый месяц, а не раз в 4 года, как в биткоине. Развоки, как я уже говорил ранее, отсутствуют. И хотя в СНГ среде про Каспа говорят реже, чем про Чиа, в мировом сообществе это достаточно популярные криптовалюты, у которой есть большое идеологически заряженное комьюнити, которое ценит Каспа за честный запуск и технологическое превосходство. Сама сеть Каспа достаточно стабильная и не успела стать объектом мемов, как Solana или Эфир. Но есть у Каспа и минусы, куда ж без них. Во-первых, у Каспа нет смарт-контрактов и DeFi, что не позволяет ей конкурировать с эфиром или Соланой. Однако это не баг, а фича, поскольку разработчики Каспа нацелены откусить кусок пирога биткоина, а не эфира. Во-вторых, Каспа нет на Binance и Coinbase, но это же и плюс, при условии, что Каспа там появится. В-третьих, сеть Каспа достаточно молодая, даже моложе Conflux, поэтому ее принятие и экосистема находятся на начальном этапе. Было бы неправильным умолчать, что токен Каспа показал феноменальный рост 2022 года, практически в 500 раз. И на сегодняшний день Каспа занимает 43 место на CoinMarketCap с капитализацией 2,6 миллиарда долларов. Поэтому покупать Каспа прямо сейчас может быть рискованно. Однако это же может быть и последним шансом для покупки по текущим ценам. Этого, к сожалению, никто не знает. Но я уверен, что именно этот проект нужно держать на самом строгом карандаше и откупать на глубоких коррекциях рынка. Именно у него, в отличие от многих других, есть фундаментальные шансы на те самые десятки иксов. Давайте снова вспомним Чиа. Почему она популярна? Просто кто-то решил, что это потенциальный биткоин 2.0. Так вот, Каспа, у которой в отличие от Чиа нет никакого примайна и имеется реальный философский фундамент в виде переосмысления и дальнейшего развития идей Сатоши Накамото, подходит на эту роль гораздо лучше. Как бы вы ни относились к проекту, Каспа это не очередной щиток, а один из самых интересных технологических и идеологических экспериментов в крипте. Это попытка создать лучший биткоин, такой же честный, но при этом более децентрализованный и быстрый. Если вы внимательно посмотрели этот ролик, то у вас вряд ли есть вопросы к его названию. Эти проекты имеют реальный шанс оказаться в топ-10 на CoinMarketCap. Но это не конец, а только начало цикла роликов про альткоины, о которых не говорит никто, но которые имеют реальный шанс дать большие иксы в будущий альтсезон. И не забывайте главное правило инвестора в рискованные активы. Либо ты первый, либо ты поставщик денег для фиксации прибыли китами. Чтобы не пропустить следующий ролик, подписывайся на канал. И удачи на финансовых рынках.